Всем привет! В этом видео я расскажу, как можно сделать магнитную плиту своими руками практически за копейки. Для этого нам понадобится два электромагнита. Где их взять, я думаю, вы и сами знаете. Электромагниты работают от 12 вольт. В моем случае буду использовать блок питания на 12 вольт и 1,5 ампера. Сами магниты подключить довольно просто. Они имеют всего два провода, плюс и минус. Чем больше и толще заготовка, тем будет больше силы притяжения. Обрезок от швеллера при магните очень хорошо, оторвать его довольно сложно. Для удобства работы мы установим магнит обычный. Работает! Полностью блок питания установить не удастся, поэтому снимаю корпус и буду устанавливать отдельно плату. Чтобы была возможность использовать магнитную плиту на сверлильном станке, установлю профиль и просверлю в центре отверстия. На одной из стенок у каждого магнита нужно вырезать такой элемент. Володя, ты почему мои инструменты опять берешь? Потому. Удалил я все ненужное, и теперь блок питания встает туда как родной, как будто он и был создан для этих целей. В профиле тоже было сделано отверстие по размеру платы блока питания. Помимо профиля нам понадобится еще несколько деталей, а именно два уголка, чтобы сделать крепление, и металлические пластинки, из которых мы изготовим крышку. Далее останется только сварить все детали вместе и практически готово. На этом этапе сборки необходимо пригласить высококвалифицированного специалиста, который проверит правильность выполнения работы. Заебись. Четко. В уголках, которые будут использоваться для крепления, нужно сделать паз, чем сейчас и займемся. А как я устанавливал сверлильный станок, смотри у меня на канале. Вырезал пазы болгарочкой и приварил их к профилю. Теперь приступаю к сборке. Поскольку корпус магнита сделан из алюминия, переварить их не удастся. Поэтому с одной стороны они будут крепиться на такую шпильку, а с другой стороны будут фиксироваться к уголку маленькими болтиками. Ну что, тебе нравится? Тумбер на месте. Еще в крышке сделал маленькие отверстия под болтик, а также установил разъем под кабель питания. Ну и я был бы не я, если бы не украсил свое изделие декоративными элементами. Гравировку производил за счет травления электрохимическим способом. Использовал старый блок питания от компьютера и соляной раствор. Сделал предупреждающие таблички и свой логотип. Вот такая красота у меня получилась. Думаю, это заслуживает лайка и подписки. Зашпаклевал все отверстия и приступаю к покраске. Только вот опять кто-то мою кисточку спиздил. Опять ты, Володя. Почему ты все воруешь? У меня до сих пор привычка есть. А кстати, вы знаете закон Майкла Фарадея? Голубь, наевшийся железных опилок, заебется взлетать с магнита. Вся проводка уложена. Еще припаял красный светодиод и вывел его на переднюю панель. Ну вот и подошел мой проект к концу. Красочка подсохла, наклеил я свои таблички, а также снизу приклеил резиновые ножки.
Ну и теперь самое вкусное – эксперименты. Испытания прошли успешно, что порадовало, что магнитит даже ржавое железо. Но самое интересное, что магнит помимо железа магнитит красивых котиков, а также бумажные купюры и металлические монетки. Ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свой комментарий.